Всем привет, дорогие любимые подписчики! Вы находитесь на канале Солнечного Маньяка, и этот ролик, в отличие от тех немногих других, которые уже есть на моем канале, я записываю в 4 стенах своего любимого и неповторимого дома. А все почему? Потому что этот ролик будет не сколько лайфхакным каким-нибудь, или интересным, или познавательным в историческом плане. Нет, этот ролик будет рассказывать об истории сдачи, наверное, я бы сказала, самого стрессового экзамена и одного из самых стрессовых событий в жизни. Даже сравнивая этот экзамен, это событие с ЕГЭ, с сессиями в университете, это совсем не то. Это совсем не тот опыт. В этом ролике я хочу рассказать о том, как я, наконец-то, закрыла свой гештальт и сдала TOEFL, дорогие друзья, международный сертификат по американскому английскому, именно TOEFL. Если для вас TOEFL, IELTS, SAT и многие другие просто какой-то параллельный мир, параллельная вселенная, и эти слова не значат для вас ничего, то я могу только позавидовать вам искренне. Позавидовать вам, потому что вы счастливые люди, и вы не знаете, что такое сдача экзамена, который вообще не показывает и не отображает твой реальный уровень языка, твое умение общаться с людьми, с незнакомцами, выстраивать диалоги, приобретать новые знакомства. И что такое сдавать экзамен, когда на тебя давят твои же собственные деньги в случае твоего провала. Поэтому в этом ролике, друзья мои, я хочу рассказать о своем опыте сдачи этого прекрасного международного монополистского экзамена. Хотела сказать в 2024 году, но уже в 2025. Дело в том, что я сдала его в конце декабря, как новогодний подарочек себе под елочку. Я сдала его в конце декабря 2024 года, но я думаю, что актуальность это не терять, потому что этот ролик, как видите, я записываю буквально 2 месяцами позднее. Я вам расскажу о своем опыте, я расскажу, как я сдала этот экзамен, как долго я к нему готовилась, насколько страшным был день сдачи и как я сдала этот замечательный экзамен в самой дорогой стране мира с самыми высокими ценами на сдачу этого экзамена. А пока, друзья мои, пожалуйста, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Здесь очень много интересного об этом мире и о многом другом. Во-первых, хочу сказать, что с этим международным сертификатом меня всю жизнь связывали очень токсичные, абьюзивные отношения. Почему? Потому что я планировала сдать его, будучи преподавателем по английскому, уже очень-очень долгие годы. Я собиралась это сделать, и я не сделала это до того момента, пока нашу страну, мою любимую родную страну, не накрыли санкции и, как говорится, свой особый путь, который не позволяет людям сдавать очно какой бы то ни было сертификат. Сначала IELTS, потом и TOEFL тоже своими собственными ножками утопал из России. Ну а дальше переезд в Израиль, где, в принципе, английский язык был не очень нужен, и сертификат этот, собственно говоря, тоже. Но все поменялось в этом году. Да, то есть ошибка, которую я совершила очень давно, откладывая это решение на потом, меня просто застигла врасплох, потому как мне пришлось все-таки сдать этот экзамен, закрыть свой гештальт в самой дорогой стране мира. Я не шучу, друзья мои, потому что я решила поступать в магистратуру, и мне для успешной сдачи нужно было получить всего-то выше 80 баллов, потому как я еду в магистратуру, да, я поступаю в страну, где основной язык, да, первый язык это не английский, и выбирая между 2 сертификатами, которые я могла сдать, IELTS или TOEFL, я решила выбрать TOEFL, потому что я, честно говоря, человек, который плохо разбирается в британском английском. Тот английский, который я преподаю, например, своим ученикам, на котором я, собственно говоря, стараюсь, по крайней мере, да, не буду говорить, что я прям носитель, да, native speaker и так далее, я стараюсь, да, использовать американский английский, потому что он гораздо ближе для меня, плюс я была в Америке, поэтому я считаю, что это то, с чем я могу справиться, да, плюс я читала как бы отзывы, обзоры на то, как люди сдают тот или иной сертификат, и там были сказаны, ну, кто должен выбрать, собственно говоря, IELTS, кому ближе IELTS и кому лучше выбирать TOEFL. И там сказано, что если вы креативный человек, который любит подбирать аргументы на разные темы, размышлять над разными философскими вопросами, то вам лучше выбирать TOEFL. Ну а если вы любите структуру, графики и так далее, тогда это IELTS. Если вы не готовитесь в бешеном темпе, как я,
которая могла тратить дни или часы, там, ночью, вечером, любое свободное время на нарешивание вот этих вариантов, когда я могла сидеть там, не знаю, в любой день, выходной, будний, по 10 часов, готовясь там каждый божий день там к этому всему, я советую все-таки, даже если у вас высокий уровень, да, 2-2,5 месяца оптимально. TOEFL — это прежде всего давление на вас через ваши же деньги. Он стоит огромных денег, он всегда стоил огромных денег, цены поднимаются с каждым годом, и я считаю, что главное давление на вас, почему вы стрессуете, это потому, что вы отдали вот такие деньги, что-то может случиться, и вы подведете себя, и вы сдадите не на тот балл, и вам придется опять тратить такие деньги. Поэтому, да, вы хотите, да, вы делаете все, что угодно, лишь бы сдать его хорошо с первого раза, господи, и забыть уже про этот экзамен. Я решила, да, я купила все-таки 2 книги в комбо-пакете у официального ETS, да, вот этого сайта. Я купила у них, не пожалела, в принципе, потому что мне не хватало вариантов. Ну и еще в интернете есть достаточно большое количество новых ресурсов, где вам предоставляется не только возможность решить все эти варианты и получить количество баллов, да, итоговое, прям за все части, но и так называемый target practicing, то есть где вы можете отработать каждую стратегию, да, каждого вида задания. Проблема вся в том, что я не верила, что искусственный интеллект, да, который сейчас еще находится на стадии разработки, что этот искусственный интеллект может оценить мой спикинг и writing релевантно, да, что он может мне дать какое-то количество баллов, которые я действительно заслуживаю и которые соответствуют каким-то критериям. Я попробовала одну очень классную платформу, она мне выставляла баллы. Честно говоря, она даже преуменьшала то количество баллов, которое было у меня. Потому что, когда я занималась, я делала каждый день бесплатные задания на официальном сайте ETS, они давали мне все время 5 из 5 баллов. Тогда как вот эта платформа, которую я выбрала, давала мне 3,5 из 4, допустим. То есть всегда чего-то им не хватало. Я все время думала, блин, как жалко. Я делала там и тесты, я делала там и target practice, и, в принципе, все, можно сказать, большую часть, все эти 2 месяца я готовилась по одной из таких платформ. В этой платформе, да, то есть я делала все упражнения, я купила подписку, собственно говоря. Там было огромное количество разных упражнений, там было очень много mock-tests, то есть у меня были вот эти тесты, я их решала, их, соответственно, на время, и потом я получала уже итоговое количество баллов, то есть меня полностью оценивали и speaking, и writing, и дальше я могла еще решать... отрабатывать определенную стратегию, посмотреть какие-то видео с лайфхаками, с клише по разным темам, и мне эта платформа достаточно сильно понравилась, но я до последнего не верила, что она может мне помочь. И по итогу я сдала ровно на такое количество баллов, которое мне в целом и давала эта платформа. Поэтому я могу от чистого сердца, не на правах рекламы, порекомендовать вам эту платформу. Ссылка будет внизу в описании. И сказать вам, друзья мои, важная информация, что поскольку я приобретала подписку, у меня есть прекрасные промокоды на вечный доступ к этой платформе. Если вдруг вы или ваши друзья готовитесь к таким сертификатам, как TOEFL или IELTS, и вы заложили себе время, и вы не хотите отдавать ту же самую сумму каждый раз преподавателям, коучам, репетиторам и так далее, вы хотите просто заниматься самостоятельно и иметь достаточно реально точную оценку ваших знаний, тогда я вам советую попробовать. Там есть бесплатный free trial, как говорится, вы можете попробовать, если вам понравится. Пишите мне, почта, телеграм-канал, как говорится, все я оставила в описании моего канала, а также внизу ссылка тоже будет на то, чтобы протестировать эту платформу, если вы хотите попробовать. Переходим теперь к самому интересному, как я регистрировалась и как я сдавала экзамен, и какой шок у меня вообще был. Как вы знаете, его можно сдавать после ковида 2 способами. Либо вы это делаете дома, да, там у вас проктор, который следит за вами, вы можете все это настроить на компьютере и сдать дистанционно. Я знаю, что очень многие люди, которые живут в России сейчас, да, поскольку закрыты тестовые центры, они именно пользуются такой опцией, да, сдачи дома. Также вы можете сделать это в тестовом центре, если вам позволяют жизнь в стране без санкций и всего прочего, да. Я решила проверить, сколько же будет стоить. Я знала, что в целом, да, TOEFL стоит $250-270. Я решила залезть на сайт, собственно говоря, зарегистрироваться на какую-то определенную дату, чтобы сдать этот экзамен у нас в Израиле. И, мягко сказать, я просто
офигела. Друзья мои, я просто офигела от цены, которая предлагается, да, за сдачу этого экзамена в Израиле. Чтобы вы понимали, сдача этого экзамена даже в Америке стоит $250 США. Друзья, как вы думаете, сколько стоит сдать этот экзамен в Израиле? Правильно, $400. $400, друзья. Где-нибудь еще, вы спросите меня, стоит же сдать этот экзамен за такую цену? А я вам отвечу, нигде. Даже в самых дорогих странах мира, даже в Швейцарии, стоит сдать этот экзамен $270, но никак не 400. Друзья мои, это просто шок. Представьте себе, если вы так беспокоитесь за свои $200, которые вы тратите на этот экзамен, если вы настолько сильно в агонии находитесь после $270, что происходит с вами, когда вы видите $400? А знаете, в чем прикол? Прикол в том, что из-за геополитической ситуации в нашей прекрасной маленькой стране, в той самой святой земле, в которой я живу, у нас есть две части. У нас есть Израиль, который Израиль, а есть палестинская автономия. И знаете, сколько стоит сдать экзамен в палестинской автономии, куда мне просто нельзя заезжать, потому что иначе меня там расчленят с моим израильским паспортом? Стоит там сдать $250, представляете? Если вы сдаете экзамен в том месте, где вас могут застрелить в Израиле, стоит $250. Если вы сдаете в обычных городах, да, того самого средиземноморного вот этого Израиля, который очень дорогой, например, Тель-Авив, Рамат-Ган, Хайфа, и да, это все города, в которых можно сдать этот экзамен, он стоит $400. Представляете, как классно? Друзья мои, если вы сдаете этот экзамен в любой другой стране, во-первых, возрадуйтесь тому, что он стоит не $400. Во-вторых, возрадуйтесь тому, что вы живете в адекватной стране, где у вас цена сдачи не зависит от района, в котором вы сдаете. Друзья мои, это просто бесчестно, это просто необъяснимо. Я всегда знала, что у нас очень веселая политика, у нас очень веселая и интересная страна. Я ее реально очень люблю, но она иногда меня так шокирует и поражает, мягко скажем, что я просто не знаю даже, что делать и как реагировать на это. Очень многие люди летают в Грецию или на Кипр, чтобы сдать этот экзамен, но по факту, если вы суммируете билеты, которые вы тратите, проживание и так далее, у вас примерно получается $400-500. То есть разницы нету абсолютно никакой. Теперь вы понимаете, да, почему я готовилась по 12 часов в день? Потому что я просто не хотела терять такие деньги на плохую сдачу этого экзамена, и второй попытки у меня уже просто не было, чтобы это все пересдать. Поэтому я решила выбрать. Дальше у меня встал вопрос, как же лучше сдавать. Друзья мои, возможно, вы у меня спросите, как же лучше сдавать, очно или в дистанционном формате. Я очень долго исследовала эту тему, я читала различные паблики, заходила в разные группы, смотрела бесчисленное количество видео на ютубе, чтобы понять, что же все-таки лучше. И я вам скажу, друзья, если у вас есть возможность, наверное, стоит сдавать IELTS, потому что и тот, и другой вариант оказался не таким классным. Но, если серьезно и без шуток, если вы сдаете все-таки TOEFL, то, наверное, все-таки тестовый центр будет лучше. Почему? Потому что я прочитала, что, во-первых, результаты TOEFL, если вы сдаете дистанционно дома, присылают позже, могут задержать. Плюс, если у вас что-то случится посередине экзамена, вас может отвлечь проктор, он может говорить во время вашего листенинга, вы можете все просто пропустить мимо ушей, ничего из этого не будет, и это будет неприятный момент, поэтому я все-таки решила сдавать в тестовом центре. И, конечно же, помимо того, что я сдаю его за $400, помимо того, что у нас разная цена в зависимости от района страны, друзья мои, не было окошка еще рядом с моим городом. И оно было только в городе Хайфа, который находится далеко от меня, потому что я живу рядом с Тель-Авивом, и мне проще сдавать, соответственно, в этом районе. Но нет, это была Хайфа, это был север страны. Самое интересное, друзья, вы знаете, что Израиль — это страна шаббатов, в котором все абсолютно закрывается с вечера пятницы до вечера субботы и не работает. И самое прекрасное, знаете что? Знаете, когда здесь проводится экзамен TOEFL? Именно в субботу, в шаббат, когда не ходит транспорт, когда все закрыто, когда ты просто можешь прийти к этому месту, к этому адресу, где вы сдаете экзамен, и понять, вуаля, что тут все закрыто, и экзамен вообще-то не проводится, а мы не знали, что ты придешь. Вот так, друзья мои, я поехала в Хайфу сдавать этот экзамен в шаббат с неработающим транспортом, и мне пришлось выезжать туда за сутки до начала экзамена.
Итак, друзья, теперь самая такая вкусная часть про то, как же все-таки я сдавала день X, сам экзамен. Я очень волновалась, что то самое здание, где проходит мой экзамен, будет просто закрыто за 7 замками, потому что это шаббат, и я думала, блин, сейчас мне придется звонить и вообще вытаскивать этих людей на работу, и вообще там четко все по времени, и вообще я заплатила, блин, $400 за то, чтобы сдать его. Вообще у меня была лютая паника, я очень сильно переживала, потому что было очень много неизвестности, очень много вопросов. И все самые худшие мои ожидания, конечно же, подтвердились, друзья мои, потому как только я пришла к этому зданию, к назначенному времени, оно действительно было закрыто. Можете себе представить, вы заплатили $400, вы волновались, вы готовились 2 месяца, на протяжении 2 месяцев, да, 10 часов в день, вы уже так устали, вы так волновались, вы думаете, все, вся жизнь моя решается здесь, и это здание закрыто, да? Слава богу, что через несколько минут пришла группа ребят, которые тоже сдавали этот экзамен в этот день со мной. Мы все разболтались, поняли, что мы идем в одно и то же место. Мы пришли, и нас было 11 человек. Комната была очень маленькой. Это как, я не знаю, класс математики, только представьте, что он был сжат в 2 раза примерно. Нас было 11 человек. Даже не было расстояния между нами, то есть мы заняли каждую абсолютно парту. Самое прикольное, да, мы поняли, что мы попали люто, потому что я действительно думала, что никого не будет. Я думала, ну, господи, это шаббат, я нахожусь в иудейской стране, да, здесь точно никто не додумается сдавать этот экзамен, тем более американский, английский, в шаббат, в субботу, так еще и не в самом центре страны, а в северном городе Хайфа. Думаю, ну, никого там не будет. Нет, друзья мои, было 11 человек, и мы все это сдавали в маленькой каморке, я не шучу. Я сидела, а вокруг меня сидели одни пацаны. И я думаю, все, это последний день моей жизни. Потому что, представьте себе, пацаны, которые своим басом просто на спикинге меня вырубят. Я даже не смогу сосредоточиться. Я не то, что не могу сосредоточиться, так его в моих наушниках будет слышнее, чем меня. Я думаю, что же мне делать в этой ситуации? Ну ладно. Дело в другом еще. Дело в том, что я очень переживала за клавиатуру. Я думаю, блин, надо сдавать, наверное, дистанционно, потому как я не очень привыкла к ивритской раскладке. Я думаю, наверное, там все будет буквы на иврите, да, у меня компьютер, который с английской раскладкой, я привыкла к нему, и я еще не привыкла к компьютеру, который с раскладкой на иврите. И как вы думаете, какой мне компьютер попался? Да, он был там с раскладкой на иврите, вы можете себе представить? Вы приходите, у вас совершенно как бы другой компьютер, у вас там другие совершенно клавиши, да, понятно, что там были английские клавиши, но были и на иврите. Мне стало просто смешно и страшно одновременно, потому что все мои самые худшие опасения в этот день просто подтвердились, друзья. Ну, стоит ли говорить вам о том, что все остальные зашли сдавать экзамен с бутылкой воды, кроме меня? Потому что у меня был сок, и оказалось, что его нельзя было с собой брать. Мне сказали, девушка, вы, похоже, принесли с собой пиво, поэтому вам нельзя с водой. Поэтому я уже смирилась с тем, что, если что, я просто умру от жажды, и все могут, я не знаю, как-то прополоскать горло, прежде чем начать, как говорится, свое выступление в спикинге, но я этого не могу сделать. И да, все это привелось к тому, что мы стали уже сдавать. Да, начинается момент. Текст мне в ридинге попались, в принципе, тексты попались мне нормальными, но проблема вся в том, что я почему-то в какой-то момент решила, что я начну раньше всех, да, вот пока там все остальные готовятся, я, наверное, уже начну все это делать, да, я начала, действительно, я начала читать ридинг, а вы знаете, что у меня проблемы, у меня с АДВГ, и я реально отвлекаюсь от текста, я начинаю читать, и пока я начинаю читать, все остальные все еще тестируют микрофон, и первые минут 10 я просто отвлекаюсь каждую секунду, потому что я реально не вовремя люто начала. Друзья мои, это просто капец. Не делайте так, лучше подождите, пока все остальные протестируют микрофон, а потом уже только, да, начинайте, как говорится, свой ридинг. Следующая часть у меня была listening. Обычно те самые 2 диалога между студентом и преподавателем должны быть легкие. То есть это там, например, про жизнь, про то, кто там, я не знаю, на какой курс хочет записаться, у кого какие проблемы с оценками. Но нет, друзья, у меня один из диалогов был о том, что
Преподаватель говорит, я еду в какое-то общество защиты компостных ям. Оно занимается озеленением гусеничной росы, и мы делаем то-то, то-то. И там было просто куча незнакомых слов, объяснение вот этой концепции, которую я реально вообще нифига не поняла. Честно, друзья, это было правда сложно. И этот текст был вообще нелегким для меня, если честно, да. Тексты, которые мне попались, именно listening, который мне попался по остальным академическим частям, был, однако, не лучше, потому что по астрономии мне попалась тема отличия серых газовых гигантов от планет и астероидов. Очень классная тема, в которой я примерно отвлекалась, ну, я бы сказала, каждые секунд 5, потому что мне было тяжело это слушать, это было абсолютно, как говорится, not my piece of cake, я реально не шарила, что это такое, но я все равно делала заметки, господи, я все равно пыталась как-то спасти положение, я пыталась это сделать. И следующая тема у меня была по археологии, она была 50 на 50, последняя была приятной, потому что она была про Art History Class, как говорится, и я могу сказать, что listening был настолько сложным, что я решила, у меня будет просто 0. Я реально очень плохо сдам, и у меня будет просто по нулям. Я так расстроилась уже тогда, перед самым спикингом, потому что я решила, что это конец моей карьеры. И дальше, друзья мои, начинается спикинг, да. Самое интересное, как говорится, я поняла, что парень, который сидит впереди меня, уже начал. И мне нужно найти золотую вот эту секунду, когда мне начать говорить, потому что, сами понимаете, там нужно сосредоточиться. Нужно сосредоточиться, да, чтобы все остальные тебе, как говорится, не мешали, чтобы ты смог перекричать эту толпу, ни в коем случае не отвлекался. Я же переживала, что я могу не успеть, потому что моя проблема в том, что я хочу сказать слишком много, и я просто не укладываюсь во времени, да, я не укладываюсь в этот самый тайминг. И в чем все дело? Дело все как раз в том, что я успела почему-то именно в тот золотой момент, когда никто больше не говорил. И я поняла, что я буду орать как не в себя. Я буду говорить, мне будет все равно, что происходит вокруг. Я буду громко это делать. Самое интересное, что вы не можете потом переслушать запись, и если вдруг у вас какие-то помехи, или вы слишком громко орали, что вас вообще не слышно и непонятно, что вы сказали, вы это никак не проверите. Это уже дело эксперта, который вас слушает, собственно говоря. И я, представляете, просто очень громко начала отвечать на все эти вопросы от стресса, от нервов, неважно, короче. Следят там за всем, то есть следят за вашим темпом речи. Он не должен быть слишком быстрым, но он не должен быть и слишком медленным. То есть вы должны говорить в своем нормальном таком ритме, и не сбиваться, вот как будто вот прям вы натурально все это говорите. Вы же натурально, да, действительно делаете какие-то монологические высказывания за 45 секунд в своей реальной жизни, не так ли, да, на академическую тему. Ну и о чем, друзья мои, никаких проблем же нету, поэтому я это все делала в спокойном темпе, без тавтологии старалась все это перефразировать, чтобы у меня никакие слова там не вылетали, чтобы все было хорошо. Я подслушивала ребят вокруг, и я поняла, что некоторые из них даже не знали структуры. То есть они говорили, как будто они вообще почти не готовились. Один парень вообще сказал, что я один раз прорешал вариант TOEFL, и я подумала, блин, мне бы такое спокойствие, потому что если бы я тоже один раз прорешала TOEFL, возможно, я бы так сильно не переживала и не дергалась за этот экзамен, друзья мои, да. Вот, в общем, после спикинга у меня был просто вздох, как будто камень упал с души. Меня уже ничего больше не интересовало. Я уже поняла, что все, мой экзамен закончился после спикинга. Потому что я так переволновалась, я так напряглась в эти полчаса, что все остальное, что происходит после, что все остальные последние вот эти полчаса райтинг, я просто сижу уже в нирване. Друзья мои, реально я сижу в нирване, потому что я уже эссе и вот это academic writing, я даже не проверяла, я его сделала просто уже на отвали, честно сказать, без проверок, без каких-то лишних этих, без волнений. То есть writing у меня прошел очень и очень чиллово и спокойно. У меня даже там оставалось время, я уже сказала, все, скипай, я хочу посмотреть результаты, я уже хочу домой, у меня уже все, нирвана, горячка. И каково же было мое удивление, друзья мои, я подумала, что у меня будет 0 за listening. В принципе, результаты меня порадовали, потому что у меня было 27 баллов за reading.
То есть вы, кстати, когда заканчиваете, вы моментально получаете баллы свои по чтению и по аудированию, и вы можете видеть, и потом вы можете согласиться с ними, да, или отменить, вот, и тогда вам не будут присылать остальные части, то есть не будут проверять ваш speaking и writing. И меня приятно порадовали, в тот момент меня приятно порадовали мои баллы за reading и listening, потому что за listening у меня было 25 баллов. Если что, вы должны измерять, опять же, каждый балл за каждую секцию, как если вдруг у вас там 20 баллов, то это уровень B2. Если от 25 до 30, это уровень C1, то есть самый высокий там из всех баллов, да. У меня, соответственно, был C1 по каждому баллу, по понятным причинам, да, потому что я занимаюсь языком профессионально в том числе. И да, мне понравился балл, потому что вариант у меня был действительно сложный, да, потому что это все было стрессово, потому что на чтение меня отвлекали, тексты были не с самой простой лексикой, по темам были нормальные, но лексика была такая себе. И поэтому я обрадовалась и вышла с этого экзамена уже с чистым сердцем, без камня на душе. Ну а теперь самая интересная рубрика «Советы тем, кто готовится к этому экзамену». Первый момент. Оцените, пожалуйста, свои силы и свой уровень изначально, чтобы замерить время, которое вам нужно. Я бы сказала, да, еще раз, что если у вас уровень B1 или ниже, а вам нужно выше, заложите хотя бы месяцев 8 на подготовку. Сначала занимайтесь прокачкой уровня, то есть общей подготовкой, а затем уже месяца 3 или 2,5 потратьте на то, что вы будете решать какие-то варианты или сборники. Второй совет, который я могу дать, будет связан с некоторыми источниками, которыми вы можете пользоваться. На мой взгляд, не полезно и не круто решать только варианты и только заниматься вот этими стратегиями, решать mock-tests и так далее. Самый классный метод – это, наверное, совмещать приятное с полезным. Потому как я в процессе своей подготовки, помимо того, что просто получала какие-то баллы, автоматически решала вот этот listening, изучала какие-то там клише, делала speaking, я смотрела очень много, друзья мои, на Ютубе и в других источниках есть достаточно много классных видео, которые могут даже вас заинтересовать в каких-то научных темах. Третий совет, который я вам хочу дать – помните о том, что вы превыше всего. Никакие деньги, никакое время, никакой монополист под названием TOEFL не должен решать, на что и как вы тратите время. Да? Вы сами начинаете себя накручивать. Вы сами ставите себе какие-то жесткие рамки. Вы сами почему-то расстраиваетесь, когда не видите лучшего результата, хотя любой абсолютно балл, начиная там с 20 условно, из 30, это уже отличный результат. Друзья, вы должны верить в себя. Реально советую вам расслабиться, не забывать о своей семье, не забывать о своих хобби, увлечениях, о том, чтобы дышать, я не знаю, выходить на улицу, напоминать себе, что вы не раб монополиста TOEFL, да, вы не тот человек, который трудится на благо вот этой корпорации, которая специально вас душит, чтобы вы как можно больше денег оставили этой корпорации, а вы личность, да, вы человек, и ваш уровень языка вовсе не может отобразить этот бездушный экзамен, друзья мои. Тем более, если учесть, что это академический английский, а не тот английский, на котором мы с вами тратим время, на котором мы разговариваем и так далее. Знайте свою меру. Лучше всего выделять на подготовку 30-20 минут в день, но делать это каждый день, чем сидеть по 10-20 часов, впахивать. Вы самые классные, у вас все получится. Переживать точно не стоит. И если вдруг вы сильно волнуетесь из-за экзамена, если вы сдаете его в ближайшее время, помните о том, что вы хотя бы не сдаете его в Израиле за $400. Всем спасибо за внимание, ставьте палец вверх, подписывайтесь на этот канал, здесь будет очень много всего полезного и интересного. Делитесь этим видео с друзьями, которые в ближайшее время собираются сдавать TOEFL. И до новых встреч, пока-пока!